Ох, какая щука! Ну, рыболов. Ну, рыболов. Думал, зацеп, а зацеп задергался. Я буду готовить рыбный сливочный суп. Лохи Кейт. Так, я ее доловил. Нет, это не ты. На вкусную рыбалку хорошо ходить одному, потому что вся добавка моя. Опять скажет Игорь, на каждом забросе клюют. Ну, я не виноват. Приветствую всех любителей рыбалки в Финляндии. Финский залив. По-прежнему апрель. Я уже в лодке. На берегу вон тоже, похоже, рыбаки обосновались. Стоит что-то палатка, похожая... Вон мне машут рукой. Палатка, похожая на сауну. Значит, а я отправляюсь на поиски щуки. Все, вперед! Два раза бомбанула вот там вот щука. Слушайте, не захотела она, как-то осторожно похоже. Но ее прям видно было, как она выходит. Ха-ха. Ха-ха. Первая щука. Да. Для первой даже ты неплохая. Килограмма на 2, наверное. Ну, хорошая. Давай отцепляться. Вот. Есть. Наверное, уже часа 3 ползаю. Полбака бензина сжег. Значит, вот пришел в место, где вот прошлогодний тростник. И он здесь летом обычно такой высоченный, наверное, 1,5 метра. И достаточно глубокий от берега, вот прям видно. И вот начал я его оббрасывать. Буквально тут минут 5. Одна щука вышла, вот здесь вторая щука вышла. Потом третья, не знаю, может быть, это об траву. А это вот щучка. Третий, скажем так, такой выход. То есть буквально тут минут сколько? 7-10. Нормально. Следующий заброс. Тут побольше, наверное. Эх ты. Да, это хорошая. Ты уже килограмма на 3,5, наверное, на 3. Слушайте, если вы сейчас на каждом забросе будете... Красивая, красивая такая. Хорошая. Иди, будем отцепляться. Открыватель пасти. И теперь вот так вот извлеку. Только не пойди на дно. Вот пошла. Солнце разогревает этот берег. И было видно еще тоже там 3 щуки. Прямо расходились круги. Ну, буду проходить вот так вот вдоль этого тростника, забрасывать. Не знаю, побольше приманку, может быть, поставлю. Поставил вот такой вот силикон с офсетным крючком. И покидаю уже его. То есть, если будет крупная щука, ну, тогда заглотит его. Ну, а мелкие, ну что ж поделаешь. Будут поклевки. Только буду видеть. Вон там вот у берега прям видно. Наверное, щука заходит вот в лежачий. Вот там лежит вдоль берега тростник. И, наверное, под него залазит. Сейчас вот туда вот. Щука. Вкусный силикон. Если на силикон не будут реагировать, опять поставлю мино. Ну, вот мино мне не... Вот. Ох ты! Была поклевка, да. И опять... Оп! Эх ты! Хорошо как. Ну вот что значит силикон с офсетным крючком. То есть щука, наверное, небольшая. И не может ее пробить. Ну, я сейчас офсетником покидаю вокруг, а сюда, раз здесь щука была, еще заброшу минуточки через 3-4 мино. То есть, почему я говорю, вот эта приманка, силикон с офсетным крючком, она у меня как приманка-исследователь. То есть, я вот иду, она не зацепляется, такая
яркая, большая, то есть раздражает щуку. То есть, и если надо найти, где стоит щука, особенно вот в таких зарослях, на мой взгляд, ну, по крайней мере, для меня это лучшая приманка. Вот там вот прям вдалеке, вот где камни, то ли нерестица, там прям бурлит. Да, наверное, нерест сейчас. Щука партиями идет на нерест. Вот, и эта приманка, да, я ее, такого типа приманки, я люблю. Вот. А сколько она? Сантиметров, наверное, не знаю, 12. Так виляет хвостом и раздражает. Вот он. Раздражает щуку на поклевку. Слушай, покажись. Неужто подсак надо брать? Вытягиваю тебя. Давай, 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 давай. Да, хорошая. Это... Ух ты какая! Хо-хо-хо-хо! Покажись. Нормально как-то бьешь. Да, вот это будет сегодня вкусная рыбалка. Вся в пиявках. Ага, силикон мой дерешь. Так, фрикцион отпущу, чтобы... Так, давай отцепляться будем. Тебя, мадемуазель, через подсак. Ух ты! Тянешь. Вот так вот. Хорошо. Она в пиявочках. Лежишь на дне там, наверное. На хвосте он пиявки, на голове. Ладно, отцепляюсь и отпускаю ее. На выход. Хорошая щука пошла. Значит, мне самое интересное, это пока с ней возился, сейчас покажу. Смотрю, она расстегнула, думал, карабин, а карабина вообще нет. Вот здесь был карабинчик, с приманкой. Не знаю, то ли расстегнулся он, то ли сломался. Интересное дело. А я продолжаю. Прижался, наверное, сильно к тростнику, к линии тростника, хотя позволяет забросить туда подальше. Она там тоже стоит, плещется. Так, ну на камеру не хотите? Сейчас я попробую, раз прижался к линии тростника, вдоль тростника сделать заброс. Ого, с прыжками вообще. Хорошо, иди сюда. На это не очень большое. Ну как, хорошие, это все хорошие. Не метровые, но и не совсем там малыши. С прыжком таким вообще. Давай отцеплюсь. Отцепим тебя. Вот так вот достали. Приманку убрали. А вас... Стойте, стойте, я за хвост держу. От пиявок могу. Ох ты, как хорошо. Я иду, оббрасываю все. Все с одной точки. Наверное, поклевок с десяток поклевок уже на силикон. Прям видно такие тычки. Хватает его. Но так как овсетник, как я и говорю, реализация не очень хорошая. Так, у нас слетел мотор. Не работает мотор. Проверил, стоит ли мотор на GPS якоре. Вот. И та щука, которая все-таки уже жадная, сначала чувствуется, так прихватывает, потом догоняет и уже там добивает эту приманку. Вот, продолжаю. Возможно, удастся поймать что-нибудь вообще хорошее. Опять скажет Игорь, на каждом забросе клюют. Но я честно скажу, ну я не виноват, что вот натыкаешься на место. Два предыдущих видео, там в первом «Вкусная рыбалка» 1, там одна щука, а второе «Вкусная рыбалка» 2, там что-то 3 мелкие щуки. И то я там провозился весь день, там было. А здесь, да, кидаешь, либо холостая поклевка. Я причем ловлю-то на приманку со всем крючком. Давай идем, впустимся и следующих твоих братьев и подруг будем ловить. Так.
Ну, вообще, я честно скажу, я скажу такую вещь, что прежде чем, опять же, я повторюсь и повторюсь, рыбалка — это не на одном месте. То есть не надо стоять на одном месте, если новый водоем. Если как бы, ну, известное место, да, можно там зависать. О, вот, на камеру вынул. Ап, снялась. Как я обычно делаю. Пришел на место, ну, внешне перспективное. Все, пробросал его, я не знаю, 20 забросов, там максимум, наверное, я сделал. Если вообще ничего, никаких тычков, ну вот никаких признаков рыбы, все, на следующий, вот, да, здесь он стоит, вон что творят. Слушайте, а мне даже, так, что где тут запутка, мне даже такой вариант нравится, когда они цепляются и слетают, по крайней мере, на камеру. Давайте вот сюда вот, то есть о чем я говорил, что сделал 20 забросов, никаких признаков, все, мотор завел, переместился в другое место, которое кажется также перспективно, там какая-то небольшая заводь, много тростника, также ее пробросал вот сектором, нету следующий. То есть я сегодня, ну честно, сделал километраж приличный по этим заводям. Ну, по крайней мере, как результат, вот после, наверное, 3 часов вот такое место. Причем оно все, я думаю, оно все будет вот такое вот безумно так работать. Вот я переместился на новую точку и хочу сделать, заснять первые забросы. Вот сразу, вот, оп, и все. И есть на камеру. Иди сюда. Ой. Давай, выволакивайся. Либо большая щука, либо там траву на себя намотала. Давай. Чем мне нравится, как я все говорил, дубовые палки. Мне все говорят, на щуку можно идти с палкой 4, там 20, вот последние там написали. Ну, наверное, можно идти на рыбалку на щуку, особенно с палкой 4,20. Ну, здесь вот с дубовой палкой, вот я сейчас ловлю палку, у меня 2, сейчас скажу. Да, нет, не рестилось-то еще. Нет, не рестилось. Нет, еще не отпустили. Не отпустили тебя. Где у тебя там засела эта приманка? Вот, все, отпустили. Вот она, оп, пошла. Выволокла мне крючок из приманки. Что я говорю? Да, он карабиновый, не он. Что с карабинами делают? Надо больше карабин. Сейчас поменяю, посмотрю, есть у меня покрупнее. По поводу палки. Дубовой палкой просто ее выволакиваешь. Этот вот, ну, вот это ощущение щука, она там борется, это дубовая палка, это большая приманка. Я честно скажу, мне не доставляет удовольствия на чуть ли не на микроджиговый такой спиннинг выволакивать щуку. Я когда на окуне ходил, у меня там спиннинг что-то до 12 грамм, что ли, один до 12, а другой, вот, где может быть щука, там, по-моему, грамм до 15, что ли. 3,10, наверное, у меня, да, и 4,15 или 4,14. Вот, так вот, у меня на один из этих спиннингов тогда попалась где-то вот щука, но вот такого размера, она боролась. Я честно скажу, ну, это все затянулось там минут, наверное, на 7-5, там 7 минут этот фрикцион отпускать, потому что, ну, она же долбит,
разломает весь этот спиннинг. Поэтому, ну, опять же, по мне, жесткая палка, борющаяся щуку, особенно если она большая, ее выволакиваешь на большую приманку и получаешь вот это удовольствие. Поэтому, кому нравится ловить на деликатные спиннинги, ради бога. Но вот я люблю на такое вот мощное удилище. Все, продолжаю. Как борется вообще, да. Я поставил, сменил большой вот этот офсетник, вообще, да, офсетник маленький. Забросил. Сначала на первом забросе, ну, прям в тростник туда забросил. И видел, за ним щука идет. А потом вдоль линии тростника сюда забросил. Офсетник совсем вот такой вот маленький, щукастый. Ох ты, пасть. Я хотел тебя рукой отпустить. Ты как открыла пасть. Я испугался даже. Так. Давай попробуем что-нибудь сделать с тобой. Пошли. Вот такая небольшая приманка офсетная. Силикончик с офсетным крючком. Не знаю, сколько он, сантиметров 5. Но офсетник большой. Вот как выглядят эти места с прошлогодним тростником, где, собственно, и тусит щука. Такой мелководный здесь, не знаю сколько, сантиметров 30-25. Только хотел сказать, клев как-то затих. И прямо у лодки начал приманку выводить из воды, вытаскивать, можно сказать. Она чуть ли не в прыжке, ее в последний момент прихватила. Клев не закончился. Ну, солнышко, тучи затянули, солнце, и, может быть, не так жадно хватает. То есть поклевки идут, поклевки есть, но не так жадно заглатывает. Либо просто я переместился в этом месте. Ох ты, все, ты уже готова. Опс, на нерест. Такая прям пузатая. Вот, продолжаю. Спиннинг разлетелся. Скажут комментаторы, ну рыболов. Слушайте, да, такое бывает. Хо-хо-хо-хо! Волна поднялась, погода испортилась, и у нас, ох, какая щука была, ушла. Ха-ха! Нормально. Значит, я поставил вот такую приманку, да, завернула. Там хорошая была щукастая под метр. И стал бросать уже перед тростником. Так, я ее доловил, похоже, доловил этого маленького крокодильчика. Нет, это не ты. А может быть, у рыбака просто глаза такие, что мелкую щуку кажется, что крокодил. Я сделал следующий заброс, думал зацеп, а зацеп задергался. То есть я не среагировал. Так, есть очередная щукастая. Какая-то энергичная, на тройник. Идем, отцепимся. Ничего себе. Такие энергичные щукастые. Вот тебя легко отцепить будет. Так, иди сюда. Так. Давай, покажись. Щучка. Ух ты. Не хочешь отцепляться. Давай, пошла. Причаливаю к острову.
Там вон гуси ходят. Хочу здесь остановиться и приготовить поесть. Гуси, можно к вам найти какое-нибудь местечко, где не задувает? Так, оставлю пока сумку, потому что поднялся ветер. Так, везде задувает, везде мох. Там он что такое? Да, здесь очаг, но будет дуть. Пойду с другой стороны острова посмотрю, может быть там такая ветровая тень будет. Слушайте, ну сегодня рыбалка хорошо удалась. То есть, честно говоря, предыдущие две рыбалки, то что я видел, предыдущие две вкусные рыбалки, ну они с точки зрения рыбалки никакие, может быть, и вкусные были, но как рыбалка там, конечно, результат не очень. Да я вот здесь, наверное, прям размещусь на камне. Не знаю, зачем я туда поднимался. Вот. Меня такие рыбалки, конечно, заводят, поэтому я сегодня ехал именно либо попытаться поймать какую-нибудь большую щуку, либо на количество. Но опять же, день начался, там все квел. Я думаю, да что ж такое, может быть, еще просто конец апреля. И ну, не наступил этот жор или еще что-то. Хотя вроде бы по времени года, по температуре, по всему должно быть. И вот, да, наткнулся. То есть там так хорошо бомбилось. Ладно, все, раскладываюсь. Так, сегодня я буду готовить рыбный сливочный суп. Такое финское блюдо. По-моему, финское. Лохикейто. Лохикейто называется. Пробую. Да. Я не взял... Что я не взял? Можно было укропу посыпать. И, наверное, чесноку побольше. Может быть, перца побольше. Такой поострее, чтобы был. Ну, вообще, да. Очень вкусный. Вкусный суп. Да, вкусно. А я говорил в первом видео, что на рыбалку хорошо, на вкусную рыбалку хорошо ходить одному, потому что вся добавка моя. Ну что я могу сказать? На этом у меня все. Классного отдыха в Финляндии и вкусной рыбалки.